Всем привет! Сегодня разберем, что такое FuzzySkin и как его настроить под себя. Я покажу 6 отдельных примеров с разными настройками. А ты пока подписывайся и ставь лайк. FuzzySkin. FuzzySkin — это настройка в слайсере, которая заставляет наш принтер немножко дрожать по двум осям, по X и Y. Это супер вариант, потому что он позволяет буквально в 2-3 клика улучшить качество своих деталей, качество своей печати, и это довольно быстро и просто для каждого. Открываем Bamboo Studio и задаем параметры для нашей модели. Как это сделать? Для того, чтобы это сделать, нужно перейти в Others, в Special моды, специальные режимы, и здесь мы можем видеть FuzzySkin. FuzzySkin, давайте я покажу как бы на примере контура. Мы будем делать 3 модели. В верхних 3 моделях мы будем изменять Skin Thickness. Первая модель будет 0,1 мм, но Point to Distance оставим один и тот же. Давайте клонируем нашу первую модель. Функции перемещения переместим ее немножко, и здесь мы можем выбирать наши объекты в Objects, и здесь выбираем Others, тоже FuzzySkin Thickness, и ставим FuzzySkin Thickness на 0,5, чтобы разница конкретной модели, шероховатости конкретной модели мы могли настроить под себя. Это один лайфхак, который я нашел во время того, как записывал видео, поэтому очень полезная штука. Давайте сделаем третью модель. Точно таким же методом, немножко переместим ее, чтобы они друг другу не мешали. Выбираем ее и в пункте снова Skin Thickness меняем на 1, то есть расстояние будет 1 мм. Тоже хочу напомнить, что Thickness — это глубина текстуры, насколько как бы голова уходит от контура. Давайте создадим четвертую модель. В четвертой модели мы будем менять Point Distance. В первой модели на 0,4. Во второй модели мы сейчас ставим 0,8. Еще одну модель сделаем с 1,5. Время печати будет 54 минуты. Запускаем процесс. Итак, мы сняли с нашей модели со стола после печати. И вверху у нас вот эти три, они с измененным параметром Thickness. Thickness — это глубина структуры и как бы насколько голова далеко уходит от контура. Внизу модели с измененным параметром Point Distance. Это густота структуры. Вот. Густота структуры поверхности. Хочу показать вам отличие. Вот получается, первый параметр это 0,1 мм, 0,5 и 1 мм. Разница прям очень ощутимая, и на видео это видно. Получается 0,1 мм. Видно, что есть изменения, это вот этот, но они не такие критические. Но еще как бы чувствуется матовость, но скроет ли это? Да, но я не фанат такого. Я уже стараюсь, как по мне, мой фаворит здесь это миллиметр. Он супер такой интересной структуры, более плюшевый, мне он нравится. Вот. Также мы имеем 0,5 мм, как бы характер уже есть, уже видно, что как бы конкретные изменения какие-то произошли, и это как бы видно без камеры и приятно держать в руках. То есть уже издалека ты будешь видеть, что что-то здесь интересное произошло, интересные параметры. Ну и в 1 мм это уже прям отличия слишком видны. Это уже как бы заявление, видно такие мини, даже можно сказать, какие-то иголки, как будто это как-то, не знаю, вышито, можно сказать, как-то, ну, очень интересная поверхность, мне это очень нравится. Но в зависимости от вашего проекта и деталей, то есть вы сами решаете, какой из этих, вы сами решаете, какой из этих вам подойдет. И вот.
Следующие 3 это с измененным параметром Point Distance. Он же густота структуры. Честно, для меня разница видна. И я бы остался при 0,4 мм. Мелкая такая, более плотная структура. Похожа немножко на бархат чем-то, если можно сравнить с этим. Приятно трогать, и мне кажется, его тоже можно использовать. Он как бы хорошо будет подходить для деталей, например, которых вы будете держать, например, прикасаться, типа ручек всяких в таком плане. Ну, не могу сказать, что остальные не подойдут, но это как-то мелкая структура особенно приятная. Вот. Также второй у нас это 0,8 мм, тоже такая как бы середина. Но уже тоже видны более такие измененные линии по сравнению с первым. Для меня как бы перебор. Я показываю все варианты. И 1,5 мм это прям лютый перебор. Мне это не совсем нравится, но похоже на какую-то резину, на какие-то прям волокна такие. И такие более крупные. Не знаю, возможно, чем-то напоминает структуру дерева. Возможно, кому-то зависит от филамента тоже. Поэтому, возможно, может использоваться в каких-то более элементах декора. Вот. Но мой фаворит это первый параметр, это 0,4. Хорошо смотрится, мне нравится. Конечно же, каждый выберет свою настройку под себя. Экспериментируйте, оставляйте комментарии под этим видео, лайкайте это видео, подписывайтесь на канал, это очень помогает. До встречи в следующем видео. Всем спасибо за просмотр и пока.